Наш следующий доклад с очень таким интригующим названием «9 ступеней Open Source Kung Fu». Вот так он называется. И рассказывать про это будет директор лаборатории создания инструментов ПО, основатель Zero Crazy Егор Бугаенко. Встречайте, пожалуйста, Егора на нашей импровизированной сцене. Микрофончик, кликер и слушаем. Скажите, что есть в open source в большом количестве, чего нет в обычной разработке и чего многие боятся, как вам кажется? Публичность, еще варианты. Чего боятся программисты, идя в open source? Почему не все там? Коммуникации ближе. Что там есть такого, чего мы боимся? Критика, а еще пожестче, как это можно назвать? Хейт. Начнем мой доклад вот с этого имейла. 2012 год. Линус Торвальдс. Внизу последняя фраза. Пишет письмо одному из контрибьюторов в Linux ядро. Контрибьютор справа, Линус слева. Контрибьютор комментирует. Это важный контрибьютор в Linux ядро. Он предлагает что-то изменить и получает вот такой ответ. Видимо, это продолжение какого-то конверсейшена, тем не менее, это публичное общение, которое присутствует, ну, я думаю, часто этот имейл цитируют. В настоящий момент, это было более 10 лет назад, в настоящий момент этот контрибьютор работает в дюссельдорфском офисе компании Huawei. И этот хейт — это не единичный случай. Вот пример исследования, которое было совсем недавно проведено. Отмечается, что в большинстве, в 67% e-mail'ов, которые присутствуют в open-source коммуникациях, берется для исследования тот самый мейлинг-лист ядра Linux. Огромное количество хейта, огромное количество токсичности, огромное количество негатива. Я начинаю свой доклад о 9 уровнях open-source, которые вы можете как программисты достичь. Но перед этим предупреждаю вас, с чем вы столкнетесь. И призываю подумать дважды. Хотите ли вы этого? Хотите ли вы эту токсичность, этот негатив на себе испытать лично? Если готовы, то давайте пройдем через эти 9 уровней. Я могу сказать, что прошел, наверное, через 6 из них, может быть, немножко через 7. 8 и 9 для меня пока недоступны. Может быть, для кого-то из вас, я уверен, что они для вас тоже, для присутствующих здесь пока недоступны, но, может быть, кто-то из них до них доберется. Призываю попробовать. Начнем с уровня номер 1. На уровне номер 1 вы создаете свой GitHub аккаунт. Задача несложная, однако, я думаю, если сейчас я спрошу, у скольких из вас GitHub аккаунта нет вообще, я думаю, кто-то поднимет руку. Ну скажите, у кого его нет, только честно. Ну, дайте я посмотрю. 1. Спасибо за поднятую руку. Я думаю, что кое-кто, может быть, слукавил. У вас наверняка есть аккаунты. Однако аккаунт аккаунту рознь. Есть аккаунты, которые не стыдно показать работодателям, как было отмечено несколькими докладами ранее. А есть аккаунты, которые просто созданы для того, чтобы читать чужой код. Я вам покажу короткое исследование, где сказано, интересно, что то, как вы свой аватар представите на аккаунте, и чем больше он будет похож на человека, более того, чем больше гендерных признаков будет у вашего аватара, тем с большим интересом будут на него смотреть пользователи. Это исследование, может быть, больше такой юмористический оттенок здесь носит, но тем не менее, нам важно, чтобы аккаунт был оформлен красиво. На нем должна быть красивая аватарка, на нем должны быть красивые значки и так далее. Я вам приведу для примера один аккаунт, который, мне кажется, вполне себе может служить таким эталоном или образцом для подражания. Некая Моника. На этом аккаунте есть все, что должно быть. И красивый аватар, и много картинок, и большое количество контрибьюшена. На первом уровне у вас должен быть такой аккаунт. Если у вас нет такой аккаунт, вы по-прежнему первый уровень не прошли. Идем дальше. Второй уровень. Ваш pull request кто-то смержит. У кого получилось до этого уровня дойти? Вы куда-то прислали pull request в какой-то репозиторий чужой, и его смержили. Ну, человек 10, может быть, чуть больше, да? Это второй уровень, это важный уровень. Я вам расскажу, как до него добраться. Я вам буду давать советы вплоть до 6 уровня. Дальше следующие 3, я не знаю, как до них добраться, просто расскажу о тех, кто добрался. Итак, посмотрим, что же нам сделать. Ну, во-первых,
Надо понимать, опять же, исследование, что только треть pull-реквестов, которые присылаются в ядро Linux, мерджатся. Остальные 2/3 выбрасываются. Вы должны быть к этому готовы. Огромный rejection rate, а это люди, которые понимают, что они делают, которые присылают в ядро Linux. Это не случайные люди, это не мы с вами в основном, это весьма квалифицированные разработчики, которые понимают, какие изменения они пытаются внести. И тем не менее их реджектят. Будьте готовы к реджекшену. Это первый залог успеха. Быть готовым к тому, что 2 из 3 ваших pull-реквестов будут реджектить, а скорее всего первые 2, а может быть первые 20. А вот следующие 10 их уже будут мерджить. Дальше интересный факт. Опять исследование. Говорят, точнее доказывают, что негативные комментарии, которые вы будете получать при представлении своих pull-реквестов, только в 15% случаев будут касаться, собственно, тех изменений, которые вы сделали. А 85% комментариев будут о том, как вы оформили свой код. Людям не нравится, как вы пишете, а не то, что вы пишете. И это статистическая информация. То есть пишите красиво. Чем красивее, чем нагляднее, чем привлекательнее вы оформите свои изменения, тем выше шансы на успех. Нам не так важно, какой вы функционал сделаете, как нам важно, что вы будете соблюдать те нормы и правила красоты, которые у нас в проекте присутствуют. Учитывайте это. Следующий очень важный момент – это фирма Google нам рассказывает о своем опыте pull-реквестов. Такой очень знаковый ресерч был опубликован несколько назад, лет 6 назад. Они говорят, и они это доказали, что pull-реквесты меньшего размера мерджатся интенсивнее, быстрее, удобнее, с большим энтузиазмом. Размер определяет практически все. В предыдущем слайде я сказал, что влияет красота вашего кода. Здесь мы видим, что размер — это очень важно. Чем меньше ваши pull-реквесты, тем больше шансов на успех. Не присылайте много кода. Не думайте, что этим вы их впечатлите. Не думайте, что им нужно много. Им не нужно, им нужно поменьше. Потому что так удобнее сделать ревью, удобнее принять ваши изменения. Ну и последний из 2-го уровня. Google, это опять нам сообщает Google. Google считает, что, в общем-то, подтверждающее предыдущее исследование, просто оно более позднее, 2020 год, они снова говорят о том, что размер каждого pull-реквеста определяет в основном его успешность или неуспешность. Вот 2-й уровень. Для того, чтобы вам на нем оказаться и ваши pull-реквесты мержились, обратите внимание на красоту и на размер. Да, ну и последнее. Еще одно исследование в этой же области. Переведу на русский. Чем более радостно, чем более воодушевленно, чем более позитивно вы общаетесь в pull-реквесте со своими ревьюверами, тем больше шансов на успех. Ну, я думаю, это очевидно, но исследователи подтверждают это цифрами, статистикой. Можно почитать статью. И они сравнивают количество позитивных слов и негативных в pull-реквестах и видят, что мержится быстрее то, где автор настроен позитивно. Видимо, зная, что его будут реджектить, он, тем не менее, настроен позитивно. То есть, чтобы пройти этот уровень, вам нужно еще одно исследование. Тут их больше всего в этом уровне. Да, вот еще интересно, последнее. Что здесь говорится? Не так важно, что вы прислали, как важно, кто прислал. То есть репутация вас как open source девелопера, то есть тот самый ваш профайл на GitHub, оказывает наибольшее влияние или большое влияние на то, что вы прислали. То есть дефекты, которые находит даже статический анализатор в вашем коде, не так важно их присутствие, как ваша репутация на GitHub. Они смотрят, кто пишет код. Они смотрят, куда вы уже писали раньше. Они смотрят, есть ли у вас аватар. Помните 1-й уровень? Они смотрят, кто вы, как вы оформлены. И чем больше человек, я как ревьювер тоже могу это подтвердить, чем больше человек внимания уделил
своей персоне и своей презентации на GitHub, тем с большим воодушевлением, с большим энтузиазмом я отнесусь к его pull-реквесту. Мне кажется, что он заслуживает большего внимания. То есть не будьте никем. От нонеймов получать pull-реквесты никому не интересно. Они идут в корзину зачастую. А если вы кто-то, и у вас есть картиночка и написано, где вы работаете, и вы уже что-то сделали, у вас есть все эти значки и красивые медальки, то, конечно, мы посмотрим ваш pull-реквест. Переходим на третий уровень. На третьем уровне вы сделали релиз. Кто из вас когда-либо делал релизы публичных пакетов в open source? Раз, два, три, четыре, больше 10 человек. Прекрасно. Все остальные приглашаются на этот уровень. Что это значит? Вы написали какой-то код в вашем GitHub или не в GitHub аккаунте. Дальше нужно запаковать, дать версию этому коду и выложить в какой-то неизменяемый репозиторий. Куда-то, где его уже вы удалить не сможете. В основном они неизменяемые, хотя есть некоторые, которые разрешают удалять. Это, мне кажется, позор open source комьюнити, что у нас присутствуют такие мутабельные хранилища. Допустим, Maven Central для Java, он не мутабельный, за это мы его очень любим. Вы должны постараться выложить, чтобы обеспечить неудаляемость вашего продукта. Потому что на GitHub аккаунте вы можете его удалить. И тут я вам покажу две книги, не исследования, а две книги. Прекрасные книги, которые очень рекомендую. В первом из них говорится, в первой книге, релиз должен быть настолько же простой и настолько же регулярной процедурой, как постричься в парикмахерской. Имеется в виду, что вы должны так настроить свои процессы релиза, так настроить свои скрипты, так настроить свои автоматические механизмы упаковки вашего продукта и деплоймента его в публичный репозиторий, чтобы это было супер легко, супер удобно и рутинно. Самое важное, это должна быть рутинная операция. Не спонтанная, не иногда, не тогда, когда есть настроение, а по расписанию. Как haircut у некоторых. И второе. Это вообще фундаментальная книга о Continuous Integration. Кто ее читал? Все читали, да? Поэтому никто не поднимает руки. Но очень рекомендую. Эту книгу нужно прочитать как минимум один раз. Это книга, с которой, как я понимаю, началась такая формализация процессов continuous deployment, continuous integration. До этого у нас были просто мысли о том, что должен быть continuous integration. У нас были какие-то круиз-контролы, Дженкинсы, Хадсоны и прочие системы, которые были без фундаментальной, такой, может быть, не совсем научной, но формализации книжной. Вот эта книга, она подвела некую черту и предложила, как основной тезис, мне кажется, что у вас должно быть при деплойменте, ваш деплоймент вашего продукта должен состоять из двух операций. Первое, вы должны придумать, какая будет следующая версия, и второе, это нажать кнопку. Вот если у вас это так, если вы не задумываетесь каждый раз о том, как же мне выложить релиз нового моего продукта, а просто выбираете новую версию и нажимаете кнопку, то вы находитесь на третьем уровне, с чем я вас и поздравляю. Уровня open source кунг-фу. Уровень четвертый. Вам прислали pull request. Это совсем другая история. Вы сделали open source репозиторий, вы что-то туда выложили, написали какой-то код, и вот какой-то non-name, какой-то человек, которого вы не знаете, присылает вам pull request. Это судьбоносное событие в жизни каждого программиста. У кого такое случалось? Те же 10 человек, может быть, не те же, но и даже не 10. Это момент такой эпохальный в жизни программиста. Оказывается, то, что вы написали, не просто кому-то нужно, а они еще и хотят помочь вам сделать это лучше. И это, конечно, четвертый уровень. Вы в этом случае действительно становитесь open source программистом, вы действительно попадаете в семейство open source девелоперов. Как туда попасть? Что для этого нужно сделать? Я думаю, и исследователи подтверждают мою интуицию, очень важно то, как оформлен ваш репозиторий. Оформление, стиль, стилистика, документация, тексты. То есть вы должны показать контрибьюторам, что вы care, что вам это важно. Вы этот репозиторий создали не вечером в плохом настроении, а вы создавали его, и вы им живете. Вот что говорит нам исследование. Что 95% популярных проектов, у них не пустые readme файлы,
а у непопулярных в 65% только файлы заполнены. И есть еще несколько исследований, я их не привожу, которые показывают, что то, как readme файл оформлен, то, насколько в нем больше текста или в нем больше присутствует технических слов, от этого зависит интенсивность contribution. А чем больше присылают pull реквестов, тем ваш больше репозиторий имеет смысла и ценности для комьюнити. Оформляйте красиво. Что бы вы ни выложили, даже если вы выложили курсовую работу, постарайтесь ее оформить так, чтобы она выглядела как проект с заявкой на победу, как будущий TensorFlow. Будьте TensorFlow на первых же шагах вашего проекта. Не потом, когда у него будет уже 10 тысяч звезд, а начните с оформления, как будто вы уже TensorFlow. Я думаю, что это рецепт. Ну, так я его вижу, и эти цифры нам вроде бы говорят то же самое. И второе интересное исследование. Они говорят, что наличие бэджиков, которые показывают, знаете, эти бэджики, Continuous Integration бэджик, еще какие-то. И вот оказывается, что если эти бэджики на месте, если они есть, то лучше будут... they are most reliable signals. Наиболее, как сказать, reliable, наиболее располагающие, да, наиболее доверительные сигналы, которым мы, программисты, доверяем, и будем присылать свои pull-реквесты, если эти сигналы мы получаем. Если бэджиков нет, я лично по себе скажу, у меня к репозиторию некое другое отношение. Мне кажется, что его автор как-то не сам к своему репозиторию относится с интересом. И последнее, по-моему, в этом уровне. Частота апдейтов readme файла и количество списков и ссылок позитивно коррелирует с вероятностью того, что репозиторий будет популярным. Наука нам об этом говорит. Чем больше ссылок, чем больше списков почему-то, я не знаю почему списков, но списков. В общем, чем более ваш readme симпатичный, больше шансов на получение pull-реквеста. 5-й уровень. Ваш репозиторий, ну я тут написал, захватывают. Я вам расскажу интересную историю. Что это значит? Вам присылают не просто pull-request, а вам присылают pull-request, который вы сами написать не могли. Вам пишут такой код, о котором вы и не подозревали, и не умели его написать. То есть к вам приходят люди технически более грамотные, чем вы. И делают из вашего продукта то, что нужно им. То есть они видят в вашем продукте перспективу, они его берут и улучшают под себя. Не свое создают, не аналог делают, а делают из вашего продукта более качественный. Со мной такое произошло однажды, я вам расскажу эту историю. Вот мой продукт, который я сделал примерно 1,5 года назад, это библиотека на Rust. Я изучал Rust, год назад мне не хватило одной библиотеки, оказалось, что вроде бы ее нет, и я ее сделал. Но сделал некачественно. То есть я сделал ее, как понимал, в тот момент, как я понимал язык Rust, но сделал очень красивый readme файл. Я сделал readme файл, я вставил в readme файл сравнительную характеристику скорости. Вот правый слайд вы видите, это часть моего readme файла. То есть я прямо в readme файле рассказал, с какой скоростью работает моя библиотека. И сравнил ее с десятком других библиотек. И показал, смотрите, моя там, по определенным характеристикам, на определенных скоростях, на определенных, точнее, размерах, объемах данных обгоняет другие библиотеки. Все оформил красиво, но она не работала толком так идеально, как хотелось. И вот пришел человек, некий Зефик, и прислал мне с десяток pull-реквестов. И сделал все то, чего не сделал я. И сейчас я не понимаю, что там внутри. Это по-прежнему моя библиотека. Это по-прежнему мой код на Rust. Я по-прежнему занимаюсь релизом свежих версий. А он куда-то ушел, он перестал контрибьютить. Я ему писал несколько раз, просил, а вот этот баг можешь поправить, а вот этот, а он испарился. Но он сделал серьезный contribution, он целый месяц этим занимался. И он довел библиотеку до состояния, в котором мы обгоняем все другие 10 библиотек. Вот наша линейка. Там, где вы видите цифру, которая меньше всех остальных, это выше скорость. Мы по всем колонкам, кроме последних, эти уже неважные колонки, но по первым колонкам мы, ну, кроме вот одной цифры, мы обгоняем все остальные. Я не знаю, как он это сделал. Ну, надо быть специалистом в Rust. Я не такой глубокий специалист, чтобы решить ту задачу, которую он решил. То есть он захватил мой репозиторий, фактически, оставив при этом мне мои права. Я думаю, что это
5-й уровень мастерства. Сделать такой репозиторий, в который придут другие люди и захватят его, не забирая себе. Make sense? Ну и теперь мы переходим на сложные уровни. Уровень номер 6. Вам присылают 100 багов. Цифра 100 условная, но она должна быть большая. Вам начинают писать и требовать исправить ошибки. То есть у вас появляется комьюнити пользователей, и вам начинают набрасывать дефекты. Я считаю лично, что количество багов является определяющим показателем качества продукта. Если багов много, которых вы пофиксили, безусловно, то у вас продукт высокого качества. Если вы его сделали, и вам кажется, что он высокого качества, потому что вы в нем не можете найти ошибки, это еще пока не продукт. Это полуфабрикат. Ваш софтверный продукт превратится в реально продукт, когда в нем будет большое количество найденных и исправленных дефектов. То есть дефекты являются ингредиентом качества. 2 цитаты вам приведу. Первая, кто читал эту книгу, называется «Art of Software Testing». Мне кажется, это вторая фундаментальная книга, вам посоветую за сегодня. Ее обязательно нужно прочитать. Она короткая, несложная, уже 3-е издание, или даже 4-е сейчас. Ее переиздают и переиздают. Книга была написана в 1979 году первый раз. В ней говорится, среди прочего, постулируется одна очень важная мысль, что количество дефектов в программном продукте неизмеримо велико. В любом программном продукте. Вопрос просто в том, сколько из них вы успели найти. Вы успели найти много, вы как будто бы приблизились к некому качеству. Вы успели найти мало, значит, их найдут ваши пользователи. Ваша задача найти раньше пользователей. Если вы это делаете, а если еще это делают за вас ваши open-source пользователи, то вот тут вы получаете бесплатный ингредиент качества любого программного продукта. Бесплатный. И если посмотреть, еще одна мысль, которая добавит здесь немножко. Под багом мы понимаем, и Mozilla, например, понимает это так, любые предложения по улучшению продукта. И фичи, и баги, и отсутствие документации. Любые предложения, сформулированные пользователем со стороны или другим программистом, являются для вас багом. Чем больше таких багов у вас в бэклоге, чем больше у вас их в вашем баг-трекере, тем лучше. Ну и посмотрите на цифры, количество багов в известных программных продуктах. В Mozilla 1,8 миллион багов. Когда у вас будет... Хорошо, забудьте про Mozilla. Давайте посмотрим TensorFlow. 36 тысяч багов зарегистрировано в TensorFlow, в GitHub репозитории. Это успешный софтверный проект. Ни звезды, ни форки, ни количество скачиваний, количество багов. Это значит, что им пользуются, его испытали в 1000 разных вариантов, его попробовали на разном оборудовании, его попробовали с разным настроением, его попробовали люди разной национальности и рассказали вам все, что они смогли найти. 36 тысяч раз. Сколько у вас в проектах? Кто когда-либо получал 100 багов от комьюнити? Есть такие люди. Вот это, мне кажется, 6-й уровень. Ну, идем дальше. Уровень номер 7. Тут дальше сложные уровни. Первое, уровень номер 7. Это вам какая-то большая компания предложит деньги за поддержку программного продукта. Такое случается. Я вам расскажу свою личную историю. Со мной это случилось один раз в жизни. GitHub прислал мне такой e-mail. Это было 2018 год, 6 лет назад. У меня есть репозиторий на GitHub, мой собственный, который является библиотекой для работы с GitHub API. Тем, кому нужно работать через Java с GitHub API, могут использовать мою библиотеку. Я ее создал для себя. Мне она нужна была, я ее создал, потом какие-то контрибьюторы там были. А потом пришло письмо из GitHub. И GitHub говорит, а давай мы тебе деньги будем платить. И ты будешь продолжать разрабатывать свой open source продукт. И могу вам сказать, что деньги были предложены неплохие. Я вполне мог за эти деньги, средний программист, вполне мог за эти деньги чувствовать себя очень хорошо. За поддержку open source продукта. Это произошло за месяц до покупки GitHub Microsoft. Потом Microsoft их купил, и у нас
не случилось. Видимо, Microsoft поменял политику, и никакие деньги я от них не получил. Но переговоры шли, и мы вполне были близки от того, чтобы получить деньги от GitHub. Мне кажется, это уровень, на который можно добраться, будучи просто дисциплинированным, хорошим open-source девелопером, который делает что-то нужное, в итоге это окажется нужным какой-то большой компании. И эта компания вместо того, чтобы делать свой продукт, они просто скажут, а давайте мы вот этого девелопера, сидящего где-то там далеко, поддержим ежемесячным ретейнером, будем ему платить какие-то деньги, а он будет поддерживать продукт в живом состоянии. До этого уровня, если добраться, это круто. Можно бросить основную работу, заниматься только open source, только своим проектом и получать деньги от какого-нибудь условного Гугла, Амазона, в данном случае GitHub. Ну и последние два уровня, до которых я не добрался, я не знаю, смогу ли добраться. Уровень номер 8 — это вам GitHub может предложить бесплатные так называемые large runners. У GitHub Continuous Integration, у GitHub Actions есть стандартные машины, которые работают для всех и вся, но для крупных проектов, для крупных проектов, для интересных проектов GitHub предлагает дополнительное оборудование, более дорогое, бесплатно. Откуда я об этом узнал? Несколько месяцев назад я брал интервью у Александра Медведникова. Он автор языка программирования V. Язык программирования V. На GitHub у него более 28 тысяч звезд. Сам он русский, живет в Европе. Он этот язык программирования создал самостоятельно. Потом у него появились большое количество контрибьюторов. В итоге язык популярный, созданный с нуля, просто одним программистом. И GitHub ему дает железо для тестирования всего этого языка, всей его кухни внутренней и так далее. То есть это явный, такой серьезный achievement для open source девелопера. Как стать таким, как Александр, я не знаю. Я думаю, здесь одного просто дисциплинированного подхода к правильному оформлению readme файлов мало. Нужно еще талант, нужно еще как-то поймать эту сферу. Ему, может быть, повезло в чем-то угадать с этим языком программирования. Он молодец, однозначно молодец. Это 8-й уровень. Ну и последний уровень — это спонсоры на GitHub принесут вам $100 тысяч в год. Такие истории есть. Вы знаете, что такое спонсорство на GitHub, да? Кому из вас что-то платили спонсоры? Раз. Спонсор на GitHub, кнопочка «Спонсор». GitHub Sponsors, да. Вот есть такие кейсы. Это один из известных кейсов. Есть такой программист, который создал Livewire и Alpine.js. Он показывает свои доходы вполне открыто. У него в текущий момент, это скриншот вчерашнего дня, 200 спонсоров на GitHub. Средний спонсоршип пакет у него около $20. Можете перемножить в месяц. Можете перемножить 200 спонсоров на 20, а то и больше долларов ему платит каждый автоматически. Он говорит, что он получает $112 тысяч. Это его блогпост, можно посмотреть, почитать. Он получает $112 тысяч в год только от GitHub. Чеки к нему приходят каждый месяц около $10 тысяч. Что он для этого делает? Он делает продукты open-source, которые успешные, которые нужны людям. Он занимается только этим, он бросил свою основную работу. Это его фото, есть статья на GitHub, где они берут у него интервью, спрашивают, как он этого достиг и так далее. У него есть еще один блогпост, где он рассказывает, что он в прошлом году заработал $1 миллион. Не в прошлом году, а суммарно на open source он заработал $1 миллион и рассказывает, откуда. Там в том числе эти 100 тысяч от спонсоров. То есть open source — это вполне себе место, где можно заработать. Это не только for fun, это не только получить удовольствие и поиграться в нерабочее время. Это вполне себе может быть история успеха. Это точно 9-й уровень. Все, спасибо. Спасибо большое. Идеально в тайминг. Значит, что дальше? Последний слайд пропустил. Вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылка слева. Вы можете прослушать все, что я вам рассказал. Я рассказывал студентам университета Иннополис в курсе из 8 лекций состоящих. Достаточно большой контент. Все лекции записаны, можно тоже их посмотреть. Ну и последнее. Если у вас нет идеи, чем заняться в open source, с чего начать, какой проект сделать, пишите мне, подскажу идею, помогу к нашему проекту присоединиться, к одному из наших проектов.
Все. Класс. Секундочку. Да, давайте еще раз поаплодируем. Тут просто рука поднялась еще до того, как вы закончили, поэтому на один вопрос у нас все-таки есть время. Давайте. Спасибо за достаточно интересную лекцию. Меня зовут Артем, являюсь разработчиком open source. Вопрос такой. Раньше я мог, например, использовать спонсорство на GitHub и донаты принимать. Сейчас все усложнилось, к сожалению. Вот какие вы видите сейчас перспективы для краудфандинга, можно так сказать, open source в текущих реалиях сейчас? Да, сложный вопрос. Не знаю, не могу пока предложить. Я думаю, что наши платформы должны что-то предложить, типа Gitverse, например, предложить аналогичную систему спонсорства. Пока, видимо, она не предлагается. Если есть действительно ожидание, что будет хороший спонсоршип, поток от GitHub, я бы советовал попытаться американский счет открыть, американскую карту. Если есть такие объемы. Если это, конечно, речь идет о $100, то, наверное, никак. К сожалению. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Еще раз аплодисменты для Егора, пожалуйста.